Всем привет! Добро пожаловать на канал Простые рецепты на твой вкус. Предлагаю вашему вниманию 10 вкусных рецептов на праздник. Уверена, каждый найдет для себя что-то интересное. Не забудьте в комментариях написать, какой рецепт вам понравился больше всего. Итак, приступим! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем готовить свинину по-купечески. Свинина, приготовленная по этому рецепту, получается необычно нежной и сочной. Блюдо подается в горячем виде и отлично подходит для праздничного обеда или для праздничного ужина. Что нам для этого потребуется? Свинина, мякоть 400 грамм, у меня уже нарезана порционно. Сыр твердый 100 грамм, берите любой. Грибы, шампиньоны, у меня замороженные, можете брать свежие 100 грамм. 1 помидор, майонез, соль по вкусу и любые специи, которые вам нравятся. У меня просто специи для мяса. Весь состав ингредиентов смотрите в описании под видео. Итак, приступим. Помидор нарезаем тонкими кружочками. Свинину мы отбиваем с двух сторон кулинарным молотком. Далее застелите противень фольгой. Смажьте растительным маслом. Далее кладем наши кусочки мяса. Отбивные посолим и присыпем специями. Сверху добавим немножко майонеза. Далее сыр. Сверху помидор. Далее грибочки. Немножко присолим. Добавим майонез. И сверху сыр. Отправляем противень в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. 40 минут прошли. Достали наше мясо. Перекладываем на тарелочку. Вот такое праздничное блюдо у нас получилось. По желанию можно присыпать сверху зеленью. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем приятного аппетита! Мы с вами будем готовить маринованные грибы. Что нам для этого потребуется? У меня шампиньоны 200 грамм, 1 зубчик чеснока, лавровый лист 2 штучки, перец душистый у меня 7 горошин, пол столовой ложки соли, 1 чайная ложка сахара, 1 столовая ложка уксуса 9%. Еще нам понадобится немного кипяченой холодной воды. Весь состав ингредиентов можете посмотреть в описании под видео. Итак, приступим. Шампиньоны мы высыпаем или в маленькую кастрюльку, или в маленький ковшик. Наливаем воды и ставим на огонь.
Ставим в средний огонь и ждем, пока наша вода закипит. Вода закипела, убавляем огонь, варим 2 минуты. 2 минуты прошли, вынимаем наши грибочки. Далее нарезаем чеснок пластинками. Добавляем к грибам. Добавляем душистый перец, лавровый листик. Добавляем сахар, соль, уксус и немножко кипяченой воды, чтобы вот так слегка покрывало наши грибочки. Все перемешиваем и отправляем в холодильник ровно на сутки. Через сутки наши грибочки готовы, можно будет кушать. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем приятного аппетита! С вами будем готовить баклажаны по-корейски. Что нам для этого потребуется? 2 баклажана, 1 болгарский перец, 1 морковь, 2 зубчика чеснока, 1 луковица, маленький пучок петрушки, сахар 1 чайная ложка, уксус 9% 1,5 столовые ложки, перец чили, соль по вкусу. Итак, приступим. Нарезаем наши баклажаны кусочками, примерно вот такими. Далее баклажаны присаливаем и оставляем на 30 минут. Морковку трем на терке. Нарезаем лук полукольцами. Добавляем к морковке. Далее берем перец болгарский, очищаем. Нарезаем соломкой. Добавляем все к морковке с луком. Далее режем мелко зелень. Зелени можете добавлять побольше. Далее чеснок через давилку пропускаем. Добавляем щепотку соли. Красный жгучий перец. Сахар. Уксус. Все перемешиваем аккуратненько. Пока это все отставляем в сторонку. На разогретую сковородку наливаем масло. Посыпаем наши баклажаны и обжариваем баклажаны до готовности. Наши баклажаны пожарились. Далее сразу со сковородки горячими баклажаны добавляем в нашу тарелочку. Все перемешиваем. Отправляем наши баклажаны в холодильник, когда они остынут, на сутки, и можно будет кушать. Если понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем приятного аппетита!
салат из печени, картошки, огурца и кукурузы. Итак, что нам для этого понадобится? У меня куриная печень 300 грамм, вы можете взять любую другую. 3 маринованных огурчика, у меня 2 картошки, 2 столовые ложки кукурузы и майонез. Итак, приступим. Так, ставим сковородку на огонь, на небольшой, без масла. Выкладываем нашу печень на сковородку. Далее добавляем водички. Добавляем соль немножко по вкусу. И тушим нашу печень с открытой сковородкой до готовности, пока не выкипит вся наша водичка. Тушим примерно 20 минут. Итак, 20 минут у нас прошло. Печень вынули со сковородки. Теперь пусть она остынет, пока нарежем овощи. Картофель у меня уже отварной. Его нарезаем кубиками. Картофель перекладываем в тарелочку. Далее нарезаем огурцы также кубиками. Также все перекладываем в тарелку. Далее печень у нас уже немножко остыла. Мы ее нарезаем как хотите. Хотите кубиками, хотите соломкой. Я нарежу пластиночками. Все перекладываем в тарелочку. Далее высыпаем кукурузу нашу аккуратненько. Добавляем майонез по вкусу. И все тщательно перемешиваем. Сверху по желанию можете поперчить и добавить зелень. Вот такой простой салат у нас получился. Попробуйте, не пожалеете. Всем приятного аппетита! Будем готовить бутерброды со шпротами и огурчиком. Что нам для этого понадобится? Шпроты, баночка в масле, 1 огурец, 1 зубчик чеснока, укроп, майонез и батон. У меня уже нарезной. Можете взять обычный и нарезать. Итак, приступим. Итак, берем наш батон и разрезаем напополам. Вы можете не разрезать. Я сделаю маленькие бутерброды. Далее включаем плиту и ставим сковородку. Ставим средний огонь и выкладываем наши булочки. Обжариваем с 2 сторон до румяной корочки на сухой сковородке без масла. С одной стороны наши булочки поджарились, переворачиваем на другую сторону. Аккуратненько. Еще немножко обжариваем в другую сторону. Итак, наши булочки обжарились. Берем зубчик чеснока и натираем булочку со всех сторон чесночком. Итак, булочки натерли чесноком. Далее перекладываем их в тарелочку, убираем пока в сторону. Нарезаем огурчик, отрезаем попки, нарезаем огурчик кругляшками. Итак, огурчик мы нарезали кругляшками. Далее начинаем оформлять наши бутербродики.
Берем нашу булочку, намазываем майонезом, совсем чуть-чуть. Так немножко размажем. Берем шпротик и укладываем по два в нашу булочку. Сверху кладем огурчик и немножко укропа. И вот так делаем со всеми нашими бутербродиками. Вот такая красота у нас получилась. Вкусно, просто, а главное быстро. Всем приятного аппетита! Будем готовить грибы с майонезом и чесноком. У меня грибочки опята 250 грамм. Я их уже помыла и отварила в подсоленной воде около часа. Еще нам понадобится 2 зубчика чеснока, майонез и масло растительное для обжарки. Итак, берем нашу сковородочку, наливаем масло, ставим средний огонь. Не ждем, пока разогреется сковородка, сразу выкладываем наши грибочки. Они будут постепенно нагреваться, и влага из них будет испаряться. Обжариваем их до румяного цвета. Итак, наши грибочки обжарились. Выкладываем их на тарелочку. Далее выдавливаем в тарелочку чеснок. Далее добавляем майонез. Все перемешиваем. Наши ароматные грибочки с майонезом и чесноком готовы. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем приятного аппетита! Мы будем с вами готовить грибной салат с омлетом и луком. Что нам для этого потребуется? Шампиньоны 200 грамм, 1 луковица, 1 сырое яйцо, 1 столовая ложка муки, 1 столовая ложка молока, 3 столовые ложки уксуса, черный перец, соль, сахар по вкусу. Весь состав ингредиентов смотрите в описании под видео. Итак, приступим. Сначала нарежем лук. Половинка нам потребуется для обжаривания, а половинка для маринования. Режем лук. Итак, вот эта половинка нам потребуется для маринования. Берем любую тарелочку глубокую, высыпаем наш лучок, добавляем немножко соли, щепотку сахара, черный перец и наш уксус 9%. Немножечко размешаем вилочкой и в сторонку откладываем, чтобы наш лучок успел промариноваться. Далее нарежем грибы пластиночками. Далее сделаем омлет. Немножко присаливаем, выливаем молоко, потихоньку высыпаем муку и перемешиваем в однородную массу. В разогретую сковороду наливаем масло, ставим средний огонь и выливаем наш омлетик. Закрываем крышкой и жарим до готовности. Переворачиваем наш омлет на другую сторону. Дожариваем до готовности. Да, кстати, еще забыла сказать, что нам потребуется для заправки майонез. Итак, наш омлет готов. Выкладываем на тарелочку. Далее в ту же сковороду мы добавляем лук.
Сразу добавляем грибы. Присаливаем по вашему вкусу и жарим до готовности. Итак, наши грибочки пожарились, выкладываем на тарелочку. Далее нарежем наш омлет соломкой. Омлет добавляем к грибам. Добавляем наш маринованный лук. Добавляем майонез. И все перемешиваем. Вот такой быстрый, а главное вкусный салатик у нас получился. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем приятного аппетита! С вами будем готовить свиной стейк с яблоками в казане. Что нам для этого потребуется? Свиной стейк 1, соус барбекю, 1 зубчик чеснока, 2 яблока зеленых, нужно именно кисло-сладкие яблоки, сок лимонный, где-то чайная ложка, мед около 20 грамм, соль по вкусу, масло растительное для жарки. Итак, приступим. Берем наш свиной стейк, немножко присаливаем с двух сторон. Берем наш мед, обмазываем стейк. Далее выдавливаем зубчик чеснока. Немножко барбекю соуса. Поливаем лимонным соком. Все это смазываем по стейку. Хорошенечко обмазываем с двух сторон. Оставляем наш стейк на 15 минут, чтобы он промариновался. Пока наш стейк маринуется, очищаем наши яблочки от кожуры. Разрезаем напополам, вырезаем сердцевину и нарезаем дольками. Не сильно тоненькими. Далее наливаем масло. Ждем, пока казан разогреется. Ставим сильный огонь. Кладем наш стейк. И обжариваем до золотистой корочки с двух сторон, каждые по 5 минут. Итак, наш стейк обжарился с двух сторон до румяной корочки. Сдвигаем стейк в сторону, убавляем наш огонь, ставим на медленный, добавляем наши яблочки. Накрываем крышкой и готовим на медленном огне еще 30 минут. Итак, прошло полчаса. Наш стейк с яблоками готов. Выкладываем на тарелочку. Вот такой стейк с яблоками у нас получился. Всем приятного аппетита! С вами будем готовить лангустины с чесноком и лимоном на сковороде. Что нам для этого потребуется? Лангустины у меня варено-мороженые 7 штучек, 1 чеснок зубчик и чуть меньше половинки лимона. Лангустины я уже очистила от кишечника, разрезала ножницами и зубочисткой вынула все. Они у меня чистенькие и помытые. Берем зубчик чеснока, разрезаем напополам и нарезаем пластинками. Сразу разрежем лимон.
дольками. Косточки вынем. Ставим средний огонь на сковороду, наливаем масло, ждем, пока масло раскалится. Кладем чесночок и обжариваем. Как только чеснок у нас потемнел, вынимаем его. Далее выкладываем лангустины. Обжариваем ровно 2 минуты на среднем огне. Переворачиваем. И жарим еще 2 минуты. Далее солим по вкусу. Добавляем лимон. Наливаем кипятка. Убавляем огонь. На медленный ставим. Закрываем крышкой и 2 минутки тушим. 2 минутки у нас лангустины потушились. Выключаем огонь и сразу не вынимаем на тарелочку. Даем настояться еще минут 5, чтобы мясо лангустинов осталось сочным и мягким. 5 минуточек прошли. Теперь можно вынимать лангустины и выкладывать на тарелочку. Вот такое вкусное и простое, а главное полезное блюдо у нас получилось. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем приятного аппетита!